Всех приветствую на канале Твой Конфиг, меня зовут Евгений. В этом видео расскажу вам про смартфон японского производства Sharp Aqios R6 с дюймовой матрицей от Leica 20 мегапиксельной и объективом 7 микрон. Как он снимает, расскажу его плюсы и минусы эксплуатации. Итак, запись производится на основную камеру Full HD 60 кадров. Начну с операционной системы. На нем стоит Android с предпоследней версией прошивки, а именно 0.6. Есть еще 0.7, но чтобы здесь обновиться, это танцы с бубном. Надо по-хорошему сбрасывать настройки смартфона к заводским, после чего ставить японский VPN, ставить японский регион, и, собственно, приходит обновление. У меня что-то все это дело не получилось, хотя инструкция на ForPDA есть, и все это дело по инструкции. Full HD 30 кадров. Так вот, сама по себе оболочка здесь установлена Aqios, фирменная, шарповская, вроде как даже и неплохо работает, отзывчивая, все максимально приближено Google пикселевской, то есть к Experience, и вроде бы даже и ничего, за исключением того, что предустановлен японский софт, который не весь получается удалить, но работает все в принципе очень отзывчиво. Сканер отпечатка пальцев здесь стоит очень большой, сканирует палец очень неплохо, все происходит быстро, проверка автофокуса. Медленно соображает, как вы видите. Дисплей стоит Экзо, дисплей водопад, 200 Гц. Мне, признаться, как-то, не знаю, вроде неудобно, а вроде удобно, и ничего таких я каких-то проблем с этим особых не испытал. Как вы видите, картинка очень даже неплохая, при том, что я иду, не стою на месте, каких-то там срывов или еще чего-то нет. 4К. Небо вроде на дисплее как небо, голубое. Такое быть и должно. Телефон, что удивительно, начинает немного греться, при том, что сейчас середина марта. Все-таки оптимизирован он не так, как тот же Samsung Galaxy S21 Plus. С оптимизацией тут все дело похуже, поэтому нагревается он побольше. В тесте Antutu он набрал 860 тысяч, что вполне достаточно для комфортного использования. Качество звука. Динамики здесь встроены в телефон стерео. Один динамик, он работает тише, чем другой. Очень большое количество высоких частот, поэтому для прослушивания музыки через динамиков, явно эта история не про этот смартфон. Видео, конечно, на нем здорово смотреть. Цветопередача экрана меня устраивает, но у экрана есть такая проблема, как белые точки, то есть засветы, и это почти болезнь у всех этих экранов. В игрушки я не играл на нем, так как батарея не совсем полноценная, да и вообще в смартфонах я в игры не играю, мне это абсолютно не интересно. Кстати, что насчет батареи? 5000 мАч, так как телефон уже далеко не новый, дай бог бы, чтобы тут 1004 сохранилось. По-хорошему надо поменять, но мне на день вроде как хватает. Не знаю, как вот сейчас при съемке снимаю одним кадром, сколько он сожрет. Выходил из дома, было 100%. Съемка против солнца. Вроде ничего. По звуку в наушниках. Вот подключается хорошо, все в принципе основные кодеки есть, Bluetooth 5.2 версия, вроде тоже все хорошо, связь не рвет. Опять же, Google камера, 4К 60 кадров, но, по-моему, картинка куда хуже, чем на основной. Автофокус как-то не понимаю, как он работает. Вот сейчас вроде сфокусировался, но видите, он смазывает, поэтому Google камера для съемки видео явно не подходит, если говорить про автоматический режим. Возможно, если бы у меня там был бы трехосевой стабилизатор, то да. Но зачем, если есть оптическая цифровая стабилизация непосредственно в смартфоне? Google камера почему-то напрочь отказалась включаться в себяшкинскую камеру, особенно когда я первый раз выставил 60 кадров. Все последующие разы, когда ты на нее переключаешься, он просто тупо сбрасывает. Кстати, еще такой момент касательно
этого смартфона. А именно, если вы с кем-то разговариваете там, ну, либо по WhatsApp, либо, может быть, по такой связи, вы в этот момент не можете свернуть приложение и делать фотографии, отправлять их кому-то. Видимо, это связано с японским законодательством, чтобы ты там в момент разговора там что-то не подснял ненужное и не отправил своему дружбану, либо еще кому-то. Сейчас вот иду, солнца нет, ну, вроде как даже неплохо снимает. Вот вам сложные условия съемки нашей суровой реальности. В подъезде выключен свет. Поднимаюсь по лестнице. 4К 60 кадров, основная камера. Сейчас попробуем, посмотрим, как он из темного в светлое переключается. Ну, все бы ничего, но автофокус долгий. Подведя итоги по этому смартфону, добавлю следующее. Пользовать можно, 200 Гц экран, картинка плавная, четкая, у дисплея есть засветы, кому-то не понравится водопад, возможно уставшая батарея, внешний вид классный. Задняя панелька пластиковая, смартфон сам тонкий, заказал силиконовый чехол за 150 рублей с Алиэкспресс, поставил, в руках стало куда приятней, смартфон перестал выскальзывать из рук. Данный смартфон явно не для игр, так как в принципе греется, не для игр. Скорее для просмотра контента или для съемки видео. Хорошо или неплохо снимает 4К 60 кадров. Google камера ему особо не помогла в плане съемки видео материалов. По поводу фотографий. В автоматическом режиме снимает, ну, как средний бюджетник по нашему времени. Ничего я такого удивительного, интересного не увидел. Прямо чтобы был эффект вау, дюймовая матрица. Какая шикарная съемка? Нет, этого, к сожалению, нет. Если вы хотите получить хорошие фото, то надо фотографировать в ручном режиме, выставлять экспозицию там и все вот эти настройки, там свет, ISO, да, после чего фотографировать в формате RAW и уже обрабатывать в фотошопе, там, Lightroom. Тогда да, возможно, вы получите какую-то неплохую картинку. Я же рассматриваю больше смартфоны по записи видеосъемки 4К 60 кадров, и он мне показался достаточно неплохим как по стабилизации, так и по качеству съемки видео, за исключением медленно отрабатывающего автофокуса. В целом картинка снимается достаточно неплохо. Сейчас записываю видео стационарно, находясь в квартире. Вот там у меня находится окно, сверху включен свет точечный, другого света никакого нет. Вот вы картинку наблюдаете в 4К 60 кадров. Заряжается замечательно от гугловской 30-ваттной зарядки, а именно Google Pixel. Я думаю, вы поняли, приблизительно час 20. То есть он в самом начале заряжается быстро, а потом уже потихоньку медленнее. Некоторые функции здесь отсутствуют. Например, в стоковой звонилке нет определителя номера, так же как в стоковом SMS-мессенджере. Я это все ставил от Xiaomi, и замечательно все это дело работает. Производительности более чем хватает. По звонкам все это очень громко звучит из динамиков, аж уши режет, и еще и соседи услышат. Как работают микрофоны в смартфоне, вы слышите сейчас. Возможно, мне придется повышать качество или громкость звука. Я микрофоны не чистил, то есть вот как этим телефоном кто-то до меня пользовался, может быть какой-то японец или уже в России он тут был у кого-то в руках. В общем, я очистку их не производил. Возможно, если почистить, качество звука совсем будет другое, качество записи. Если у вас остались какие-то вопросы по данному смартфону, пишите в комментарии к видео. Возможно, что-то забыл. Да наверняка даже что-то забыл. Фото и видео просто без слов. Думаю, что еще сниму и еще сделаю отдельный ролик. Это чисто вот такой ламповый обзор, чисто субъективный, без какой-то там конкретики, без каких-то цифр и прочее.
Просто вот делюсь с вами впечатлениями от использования данного смартфона как обычный рядовой пользователь. Покупать его или нет? Вопрос, да? Интересно, скажете вы, все-таки 888 Snapdragon, пушка-гонка, 3-летней давности, правда, но все равно флагманский как бы процессор был производительный, он и сейчас тащит. Да, здесь не очень хорошо он оптимизирован, нагревает несколько смартфон, но в принципе не так, что там у тебя руки обжигаются или ты там какой-то дискомфорт используешь, особенно если он у тебя находится в чехле. Производительности хватает, дюймовая матрица, которая в принципе неплохо снимает видео. Цена вопроса 14-16 тысяч. Я его приобрел за 14 тысяч, поэтому считаю, что за 14 косарей это прям пушка-гонка, трубка вообще шикарная, даже невзирая на то, что есть определенного рода танцы с бубном с ним. Но информации на форуме PDA по запросу Sharp Aquos R6 там много, люди ими пользуются, есть инструкции, поэтому можно, да, вот его поднастроить под себя. Кастомных прошивок, к сожалению, у него нет, и я думаю, что никогда не будет. Так что телефон, можно сказать, этот эксклюзивный в нашей стране, и, наверное, на всю страну их там наберется, может, человек 200, кто ими пользуется. Наверное, больше добавить и нечего, так как за те же 14-16 тысяч, ну, навряд ли ты что-то купишь лучше по производительности и по съемке видео. А если еще и подойти с умом, то еще и достаточно неплохие фотографии у него также получаются. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки либо дизлайки, если вам видос не понравился, потому что, ну, он чисто субъективный, я не какой-то там профессионал, да, поэтому снимаю ламповые обзоры, чисто вот делюсь своими впечатлениями об использовании той техники, которая попадает мне в руки. Всем спасибо, всем пока. Как говорится, под постскриптум, если кому-то нужен вот такой силиконовый чехольчик, он есть в двух вот видах, такой темный и прозрачный, 177 рублей стоит на данный момент, пишите в комменты, дам ссылку, где его заказать. Ждал 2 недели до Воронежа с Китая.